Ну что, наконец-то мы дождались новый Golf 7. Вот. И есть возможность на нем прокатиться. Автомобиль стал более легким, более спортивным. Линии кузова более покатыми, появились острые углы. Вот. Ну, то есть дизайн стал все-таки немножечко более агрессивным, чем предыдущая модель. Ну что, 1.4, 122 силы. Вы сейчас не ощутили? Да, вот только хотел сказать, мы оснащены системой старт-стоп, да? Совершенно верно. Вот, я насколько понял, немцы обещали там порядка 20% экономии. Остановитесь и попробуйте, как она работает. Да, вот это вот сейчас мы вот здесь вот развернемся и попробуем еще раз этот момент. То есть вот мы останавливаемся, нажимаем на тормоз, автомобиль встал и заглох. Какой Volkswagen? 7-й, да. Что стоит? Вот в такой комплектации, Роман, 850 такой комплектации. От 700 начинается. А что за комплектация идет? 1.4, 122 силы, Highline на DSG коробке. Что вообще? Понял, что 7-й, ну как бы, в принципе, они особо друг от друга ничем не отличаются. Нет, сделали немножко уже, более спортивный, интересный. Но внутри самое главное салон. Очень интересно, да, панель повернули сюда. Классно. И динамик, я говорю, на 100 килограмм легче стал. То есть с места вообще. Давай. Вот. Человек сам обратил внимание. Да, очень приятно, то есть автомобиль привлекает внимание. Вот, знаете, вот пожалуюсь все-таки, вот пожалуюсь на обзорность зеркал. То есть... Сумеете, попробуйте. Нет, ну, как бы, я бы не сказал, что зеркало маленькое, но, например, вот водительская сторона зеркала, точнее, водительское зеркало, так будет сказать правильнее, имеет левый кусочек в асферической форме, соответственно, отделенный, как обычно, пунктирной линией, вот, и создается вот ощущение, что зеркало все-таки маленькое. Все-таки по городу автомобиль достаточно юркий, очень хорошо отрабатывает неровности. Ну, просто с нашими неровностями все-таки, наверное, ни один автомобиль никогда не справится. То есть автомобили становятся лучше, но и наши дороги не стоят на месте. Салон, то есть, в салоне я тут уже успел поковыряться немножко. Вот эта вот штука на центральной панели, вот раньше там пачка сигарет не помещал. Сейчас туда можно руку по локоть засунуть. То есть карманы дверей боковых, вот передних, обшиты таким каким-то мягким войлочным материалом. Удобно. Ничего там по ним не стучит, не шумит. Ну, у нас же как люди, у нас же вот машину единицы моют там очень часто, да. Центральная панель, про нее говорили, все-таки очень приятно развернули ее в сторону водителя. Немножечко изменили дизайн климатической установки. Да, теперь он как на Passat, на автомобиле высшего класса. Да, у нас ремонтируют дороги. То есть у нас весной, а не зимой ремонтируют дороги. Стало тепло и... Да. Причем совершенно недавно я наткнулся на официальный материал, в котором было написано, что в этом году на ремонт наших дорог выделили 249 миллионов рублей из федерального бюджета. Точнее, выделили в прошлом году 500, мы их разбили, значит, на 2 года. И у нас в этот год запланирован ремонт 57 улиц, которые, кстати, жители нашего города выбрали сами путем голосования, которое было открыто при администрации города. Немножечко. Кстати, вот хотелось бы сказать о системе парковки. Да, обратить внимание, да, вот на радиус, который, да, которым вот показывается все это дело. И вот при повороте руля мы не только видим, куда поедет задняя часть машины, мы еще и видим, куда поедет наша передняя часть, которую девушки у нас очень часто любят цеплять вот за рядом стоящие машины. То есть, и вот, причем, я так понимаю, эта система на скорости там 20 км в час просто выключается и переходит в свой стандартный режим. Вот, давайте попробуем припарковаться. Что мы тут видим? То есть вот мы выкручиваем руль, приятненько куда-то там подъезжаем. Вот там есть какие-то ступенечки, которые как раз мы должны сейчас на... Вот, прекрасно появилось на парктрониках. Вот там какое-то кафе у нас сзади. Вот, и мы на мониторе все это дело видим, ощущаем. Очень приятно. То есть, оп, мы встали на ручник. То есть, вот крышки самой, да, вернулась. И вот как раз таки, да, вот знаменитый бумеранг. И вот сейчас снимем этот момент.
То есть форма задней стойки четко похожа именно вот на бумеранг. Настоящий такой австралийский бумеранг. Это вот туда дань 4-му поколению Гольф, который, наверное, был легендой и, наверное, остается легендой своего времени.